Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! В этом видео сделаем ободок с цветами. Необычным и интересным, на мой взгляд, в этой работе является центральный крупный цветок из круглых лепестков. Сам по себе он также будет отличным украшением для заколочек или зажимов. Вся работа выполнена из атласных лент шириной 5 см. Также нам понадобится флористическая проволока, флористическая лента, тычинки, серединки для украшения цветов, ободок. У меня металлический ободок, и он обтянут тканью. Также ободок можно оплести лентой. Как это сделать, ссылку вы найдете под этим видео. И основа из фетра диаметром 4,5 см. Начинаем работу и делаем крупный центральный цветок. Цветочек состоит из двух видов лепестков. Лепесточки мы делаем из атласных лент шириной 5 см. Берем ленты и нарезаем квадраты разного размера. Первый квадрат со стороной 5 см. Второй со стороной 4,5 см. Третий со стороной 4 см. Четвертый квадрат со стороной 3 см. И пятый со стороной 2,5 см. Из получившихся отрезков складываем 5 двойных круглых лепестков. Берем первый отрезок ленты со стороной 5 см. Складываем 2 отрезка ленты. Затем складываем их вместе, зажимаем пальчиком посередине и боковые края заворачиваем внутрь. Ленту складываем ровно. Складываем наполовину. У основания подравниваем все края. По высоте они должны лежать на одном уровне. Скрепляем кончик. И подрезаем низ лепестка. Подрезаем чуть меньше, чем наполовину. Срезанный низ обрабатываем зажигалкой. Таким же образом делаем все последующие лепестки из отрезков меньшего размера.
Кончик не подрезаем, просто скрепляем. И чуть меньше, чем наполовину, подрезаем низ. У сложенного лепестка подравниваем все края ленты по высоте. Складываем последний пятый лепестков из квадратов со стороной 2,5 см. Когда все готово, собираем лепесток цветочка 5 в одном. Склеивать 5 лепестков мы будем таким образом, чтобы получилась небольшая лесенка. Края вклеиваемого лепестка должны полностью попадать внутрь нижнего. Также он должен возвышаться над нижним лепестком. Основание немного выглядывает вперед. Таким образом склеиваем все 5 лепестков. Можно склеить 4 лепестка, пятые вклеить только после полной сборки цветочка. Лепесток цветочка готов.
Второй вид лепестков – двойные острые лепестки. Их я буду делать также из атласной ленты шириной 5 см, но из квадратов со стороной 3 см. Складываем два отрезка ленты. Складываем их вместе и после этого складываем лепесток. Выравниваем уголок и у основания подравниваем все края лент. Скрепляем кончик. И немного подрезаем низ. Когда все лепесточки готовы, собираем цветок. Крупные склеиваем, выравнивая по верхним самым маленьким лепесточкам. Цветок должен получиться ровным. Как я и сказала, в таких лепестках 5 в одном можно вначале склеить 4 лепестка, а пятый, самый маленький, вклеить после полной сборки цветочка. Склеиваем 5 лепестков. И между ними вклеиваем двойные острые лепестки. Цветок почти готов, остается приклеить серединку. Размер цветочка примерно 7 сантиметров. Продолжаем работу и делаем цветочки на проволоке, бутоны на проволоке и веточки из тычинок. Для них мне понадобится флористическая проволока и флористическая лента. Беру небольшой кусочек проволоки размером примерно 7-8 сантиметров. Из тычинок делаем веточку.
Плотно обматываю тычинки флористической лентой. Ленту не забываем растягивать и натягивать. Таких веточек мне понадобится 4. Далее делаем цветочки на проволоке. Цветочки из 5 двойных круглых лепестков, а лепестки из квадратов со стороной 2,5 см. Делаем точно такой же лепесток, как и для цветочка. Здесь лепестки мне нужны очень-очень маленькие, поэтому кончик я немного подрежу. Низ в лепестках для маленького цветочка подрезать не нужно, его мы просто обрабатываем зажигалкой. Лишь при необходимости немного подравниваем. Склеиваем 5 маленьких лепестков. Склеивая лепестки, выравниваем их по верху. Маленький цветочек склеен, и его размер 2 сантиметра. Теперь закрепим проволоку, предварительно обмотав ее флористической лентой. На кончике проволоки я делаю небольшую петлю. Придаю ей изгиб и вклеиваю в цветок. Остается украсить серединку. Цветочки на проволоке готовы, их мне также понадобится 4. И завершающий элемент нашей композиции – это бутоны на проволоке. Бутоны из вывернутых лепестков. Бутончики делаем маленькие, также из отрезков ленты со стороной 2,5 см.
Складываем ленту. Боковые края заворачиваем внутрь. Еще раз складываем. Зажимаем пинцетом и при необходимости подравниваем края лент. Скрепляем зажигалкой. Выворачиваем лепесток. Для одного бутона мне понадобится 2 таких маленьких лепесточка. На кончике проволоки делаю петлю. И к ней подклеиваю 2 лепестка. С помощью флористической ленты оформляем бутон. Таких бутончиков мне также понадобится 4. Когда все украшения на проволоке готовы, нам необходимо из них составить веточки. Укладываем цветочки, бутончики и тычинки. И скрепляем их между собой флористической лентой. Не стоит скреплять все сразу, удобнее и надежнее скреплять по несколько элементов. Веточки готовы. Укладываю композицию. И сразу же подклеиваю веточки, чтобы в дальнейшем было проще закрепить композицию на ободке. It's good that I'm alone, so you don't see my face. The way that I'm trying to hide my tears. I've got to carry on. I'm walking. Придаю веточкам изогнутую форму по форме ободка. И теперь остается закрепить композицию.
Приклеиваю основу из фетра, предварительно отметив место крепления композиции. И приклеиваю цветы. I'm trying to figure out what's wrong, but I can't carry on and see the day that my memories are gone. The moment I've waited for so long, walking home alone with everything I know, thinking she's got it in this in me. She must be. We used to be so strong. Tell me where did we go wrong? So honey, before the night is through, I'm gonna miss you too. This phase I'm in, it's like I'm just flying into space, and I just can't erase that you were the one. I'm gonna let go of my mistakes. I'm gonna take the time it takes. Walking home alone with everything I know, thinking she's got it in this in me. She must be. Used to be so strong. Tell me where did we go wrong? So honey, before the night is through, I'm gonna miss you. Walking home alone. Теперь ободочек полностью готов.